Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. Тогда он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение. Однако он должен отказаться от попыток постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господа. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, сферой, внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу. Аньетвевам аджананта шутваньебхя упасате те пичати тарантьева мритьюм шути параяна. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. So, Shravanam, this is the first anga or limb of bhakti. Итак, Шраванам является первой ангой преданного служения. The 9 angas are described in the scriptures. В Писаниях описывается 9 анг. Shravana Kirtana Smarana Vandana Padasevana Dasyari Pujana Sakitana Atmanivedana. So hearing, слушание, chanting, remembering, повторение, пометование, offering prayers, вознесение молитв, serving the lotus feet, служение лотосным стопам, offering worship, puja, поклонение божествам, пуджа, befriending the Lord, being a servant of the Lord, быть слугой Господа, befriending the Lord, быть другом Господа, and fully surrendering to the Lord. И полное предание Господу. But first is hearing. Но первым процессом является слушание. We have to, or a person in this material world, generally speaking, he is simply on the bodily platform of life. Человек в этом материальном мире, говоря простым языком, пребывает в понимании жизни на телесной платформе. And so is mainly absorbed in eating, sleeping, mating and defending. И в основном люди поглощены такими процессами, как поглощение пищи, сон, совокупление и оборона. And trying to gratify the senses as much as possible. И стараясь как можно больше удовлетворить свои чувства. Kali-yuga, people are searching for newer and newer ways for sense gratification. Люди кали-юги ищут все больше и больше новых способов удовлетворять свои чувства.
in the last 10, 15 years now, the social media has become a very popular fad. И в последние 10-15 лет очень популярным явлением такого рода явились социальные сети. People are posting photographs of themselves and their friends, showing how much they're enjoying life. Люди выкладывают огромное количество фотографий себя, своих друзей, всячески показывают, как они наслаждаются жизнью. You see people constantly absorbed in looking at their mobile phones. Мы видим, как многие люди поглощены вот этим вот процессом созерцания своих мобильных телефонов. Sometimes even young people become depressed because in their own looking at the social media pages of others, they think they see that others are enjoying very much. И некоторые молодые люди впадают в депрессию, потому что у них складывается впечатление, когда они смотрят на других людей, которые представляют себя в социальных сетях, им начинает казаться, что они не наслаждаются жизнью так, как можно было бы. Others are enjoying so much, and the reality of my life is much different. Они думают, что вот другие так наслаждаются, а моя действительность совсем другая. Although that may be false presentation of the enjoyment of life. Хотя то, что они воспринимают, может быть ложным представлением о наслаждении жизнью. Just by taking some selfies and posting them on the social media doesn't mean a person is actually experiencing genuine happiness. Из-за того, что человек делает селфи и всячески постит это в своих страничках в соцсетях, это не означает, что он истинно наслаждается жизнью. So it's a kind of illusion. Это своего рода иллюзия. And this illusion is very common in the kali-yuga. И иллюзия в целом очень распространена в кали-югу. The Bhagavatam itself says in Kali-yuga men have got short lives. В Бхагаватам говорится, что в кали-югу у человека короткая жизнь. They are quarrelsome, lazy, misguided. Люди в кали-югу ленивы, легко ссорятся, и они следуют не по истинному пути. Unlucky. Они неудачливы. And above all, they are always disturbed. И помимо всего этого, они постоянно испытывают беспокойство. And there are so many different kinds of so-called philosophies. А также существует огромное количество так называемых философий. Even in the name of religion. Даже под именем религии. All kinds of fanatical philosophies. Всяческого рода фанатичные философии. Even such that the government of this country has placed all kinds of restrictions. Например, правительство нашей страны наложило определенные ограничения в данной области. On religious preaching. На принципы проповеди религиозной. To try to stop these very radical religious, so-called religious philosophies. Это было сделано в попытках как-то ограничить вот эти радикальные, фанатичные, так называемые религии. Just especially we find this, what is it, Islamic State, Daesh. Особенно это касается Даиш, исламского государства. They're also very expert in the use of social media. Они также очень экспертны в использовании социальных сетей. How to recruit and inspire young people to fight for their cause. У них очень хорошо получается вербовать молодых людей, которые будут сражаться за их какие-то идеи. And then inspiring them to perform all kinds of heinous activities in the so-called name of religion. Heinous means horrible, abominable. Abominable. И они вдохновляют этих молодых людей совершать ужасные поступки во имя так называемой религии. Slaughtering people, beheading people. Убийство людей, обезглавливание. Many we won't discuss. Много всего, мы не будем это обсуждать. So this is due, of course, to hearing. They're hearing from some source which they think must be authoritative.
И при этом мы должны понимать, что они слушают из источников, которые, по их мнению, являются авторитетными. So hearing is a very powerful process. Поэтому слушание — это очень могущественный процесс. And in Krishna consciousness, hearing, as we mentioned, it's the first anga of bhakti. А в сознании Кришны, как мы уже упоминали, слушание является первой ангой бхакти. As Prabhupada mentions here in the purport, that in general people don't really have any proper knowledge of philosophy. Как Шрила Прабхупада упоминает здесь в комментарии, в целом люди не имеют какого-то глубокого представления о философии. There's practically no education, he says, in spiritual matters. Шрила Прабхупада говорит, что по сути у них нет какого-то практичного знания в вопросах, в духовных вопросах. So they may seem to have some sort of philosophical or religious knowledge, but actually it is not genuine spiritual knowledge. Может казаться, что у них есть какие-то знания о религии, о духовности, но это знание не является истинно духовным или религиозным знанием. But Prabhupada always emphasized again and again that the Bhagavad Gita is a book of genuine spiritual knowledge. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что Бхагавад-гита является книгой истинного духовного знания. And one should hear the message of Bhagavad Gita from a bona fide spiritual master coming in the authorized Guru Parampara. И человек должен слушать Бхагавад-гиту из уст истинного духовного учителя, который является последователем истинной духовной традиции Парампары. And one should inquire submissively and serve such bona fide spiritual preceptors. И человек должен смиренно вопрошать и служить представителям истинной духовной традиции. In the Chaitanya Charitamrita, there's a nice example. В читании Чаритамрите приводится очень хороший пример. When Lord Chaitanya was on his tour of South India, когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, he stopped in Sri Rangam for 4 months of the rainy season. Он остановился в Шри-Рангаме на период 4 месяцев сезона дождей. And daily he would visit the temple of Lord Ranganath. И каждый день он посещал храм Господа Ранганатха. And the Brahmins there were reciting the scriptures. И брахманы там повторяли стихи из священных писаний. And he saw one Brahmin who was trying to read and crying at the same time. И он увидел, как один из брахманов пытается читать книгу и при этом рыдает. Trying to read the Gita. Он пытался читать Бхагавад-гиту. And his pronunciation was not very perfect. И его произношение было не идеальным. And other Brahmins were making fun of him. А другие брахманы смеялись над ним. But Lord Chaitanya asked him, "Why are you crying?" Господь Чайтанья спросил его: почему ты плачешь? So he said, "My spiritual master told me to read the Bhagavad Gita every day." Он сказал: мой духовный учитель дал мне наставление читать Бхагавад-гиту каждый день. And I cannot read Sanskrit or pronounce it very expertly. Но я не умею читать санскрит, у меня не получается правильно произносить санскрит. But still I'm trying my best. Но все же я стараюсь изо всех сил To follow the order of my spiritual master. исполнить наказ моего духовного учителя. And when I think of Krishna and Arjuna on the chariot, then tears come to my eyes. А когда я думаю о Кришне и Арджуне на колеснице, в моих глазах появляются слезы. So Lord Chaitanya embraced him. He said, "You are the real devotee of Krishna." Господь Чайтанья обнял его и сказал: ты истинный преданный Кришне. And Lord Chaitanya revealed himself as Krishna to that Brahman. И Господь Чайтанья явил этому брахману свой истинный облик Кришны. So in a couple of the purports in that section, Prabhupada quotes a famous verse. И в нескольких местах в разделе этой книги Шрила Прабхупада цитирует известный стих. Yasya Devi Parabhaktir Tata Devi
tataguro tasyaiti katita hyarta prakashanti mahatmanaha. Only unto those who have implicit faith in Guru and Krishna are all the purports of the Vedic literatures revealed. Только истинное ведическое знание открывается только тем, кто имеет истинную веру в Кришну, Гуру и Кришну. So, this very important principle. Это очень важный принцип. That Brahman was not a very learned person. Тот брахман не был очень ученым человеком, But he was a very sincere person. но он был очень искренним человеком. And although he couldn't pronounce properly, still he was determined to try to follow the instructions of his spiritual master. И хотя он не мог должным образом произносить стихи, тем не менее он был полон решимости исполнять наставления своего духовного учителя. And due to that sincerity, he got the special mercy of Lord Chaitanya. И в силу этой искренности он обрел особую милость Господа Чайтаньи. Just like the wives of the Yajnik Brahmanas. Как, например, жены тех брахманов, которые совершали ягью. Krishna and Balaram, they were hungry, they wanted something to eat. Кришна и Баларам были голодны, они хотели что-нибудь поесть. And they sent their friends to ask the Yajnik Brahmanas. И они отправили своих друзей попросить пищу у брахманов, которые совершали ягью. But the Yajnik Brahmanas said, no, we're too busy, we're doing important yagya, chanting mantras. Но эти брахманы сказали: о, не отвлекайте нас, мы заняты очень важным делом, мы тут ягью проводим, мантры читаем. So then the friends approached the wives of these Brahmanas. И потом друзья Кришны и Баларамы обратились к женам этих брахманов. Krishna and Balaram are hungry, please give something. Они сказали: ой, Кришна и Баларама есть хотят, пожалуйста, дайте что-нибудь. So out of great affection, they prepared many foodstuffs and gave them to Krishna and Balaram. И от великой любви они приготовили огромное количество различных подношений и отдали их друзьям для Кришны и Баларамы. So this way, Krishna and Balaram and their friends enjoyed a wonderful feast. И таким образом Кришна и Баларама своими друзьями насладились великолепным пиром. And these wives of the Brahmanas got special mercy, special Krishna prema. И жены брахманов обрели особую милость Кришны, особую прему. Whereas those Brahmanas themselves, they're puffed up, they didn't get the actual mercy. Но в то время как их мужья брахманы, они слишком гордились собой, поэтому они никакой милости не получили. This can be actually danger of getting a bit too much so-called knowledge. Поэтому слишком много знания, так называемого знания, также может быть опасным. It can actually be an obstruction to the proper understanding of the scriptures. Это может быть препятствием на пути к истинному пониманию Писаний. Prabhupada told a story of when Narad Muni was going to Vaikuntha. Шрила Прабхупада рассказывает историю о том, как Нарада Муни отправился на Вайкунтху. And on the way he passed a Brahmin who was very expertly reciting many Vedic hymns. И на пути он встретил одного брахмана, который очень искусно, с глубоким знанием цитировал различные стихи из ведических писаний. And he asked the Brahmin, he asked Narad, where are you going? И он спросил Нарада Муни: куда ты идешь? To Vaikuntha. Он ответил: на Вайкунтху. Please, he said, ask Lord Narayan when I will attain liberation. И брахман сказал: пожалуйста, проси Господа Нараяну, когда я обрету освобождение. All right, said Narada. Нарада сказал: да, хорошо. Then he passed a cobbler. А потом он прошел мимо сапожника. In India, cobbler is known as muchi, means very impure. В Индии сапожник называют мучи, то есть очень нечистый, Untouchable, you know, in неприкасаемый в индуистском обществе. And he offered his obeisances. Oh, Narad Muni, so wonderful to see you. И он предложил свои почтительные поклоны Нараде Муни. Он был очень рад его видеть. And he said, "Where are you going, Narad?" И спросил: Нарада, куда ты идешь? Oh, yeah, I'm going to Vaikuntha. Я иду на Вайкунтху.
And I'll ask Lord Narayan when you will attain liberation. И я спрошу Господа Нараяны, когда ты обретешь освобождение. Oh, you're so merciful. О, Нарада, ты так милостив. Anyway, he went on, with his work, and he was chanting Hare Krishna. Он продолжил свою работу, повторяя Харе Кришна. Meanwhile, Narad Muni went to Vaikuntha and met Lord Narayan. Нарада Муни дошел до Вайкунтхи, встретил Господа Нараяну. And they had their discussion, whatever they were. Они общались, обсуждали то, что они обсуждали. And then Narad said, I met two persons on the way here. И потом Нарад сказал, на пути сюда я встретил двух людей. And would like to know when they will attain liberation. Я бы хотел знать, когда они обретут освобождение. So Lord Narayan said, for the Brahman it will take many lifetimes. Господь Нараян ответил, что Брахману на это потребуется очень много жизней. And for the cobbler he will attain in this very lifetime. Что же касается сапожника, то он обретет освобождение уже в этой жизни. And if they ask you what was I doing, и если они тебя спросят, чем я занимался, you tell them I was passing an elephant through the eye of a needle. Скажи им, что я просовывал слона через игольное ушко. Okay, Hare Krishna, Narad said, my Lord, thank you so much. Нарад сказал, хорошо, мой дорогой Господь, Харе Кришна, я все понял. And he returned. Он отправился обратно. And when he passed the Brahmin said, well, did you ask the Lord when I'll attain liberation? Снова встретил Брахмана, тот спросил его, ну что, ты спросил Господа Нараяна, когда я обрету освобождение? Yes, Narad said, and the Lord replied, only after many lifetimes. Да, Нарад ответил, я спросил его, и он сказал, что ты обретешь освобождение только спустя много-много жизней. How is that? Said the Brahmin. Как так может быть? I know so many hymns from the Shastras. Я знаю так много ведических гимнов. I'm following all the Vedic rules and regulations of rabbinical life very strictly. Я строго следую всем принципам и правилам жизни. What was the Lord doing when you saw him? Чем был занят Господь, когда ты его увидел? Oh, Narad replied, he was passing an elephant through the eye of a needle. Ну, Нарад ответил, он слона просовывал через игольное ушко. Nonsense, the Brahmin said. Брахман сказал, чушь какая-то. I don't believe you went to see Lord Narayan. Я тебе не верю, ты наверняка даже и не видел Господа Нараяна. That's ridiculous. Это просто смешно. So Narad continued on his way. Нарада Муни продолжил свой путь. And then came upon that cobbler. И снова встретил этого сапожника, Who very humbly offered his obeisances. который очень смиренно предложил ему свои поклоны. And Narad told him that the Lord says you will attain liberation in this very lifetime. Нарада Муни сказал, Господь сказал, что ты уже в этой жизни обретешь освобождение. Oh, John, Shri Nitai Gaur Nataraj ki, Shri Prahlad Nrsingadeva ki. Lord is so merciful, said the cobbler. Сапожник сказал, о, Господь так милостив. What was he doing when you saw him? А, кстати, чем он занимался, когда ты его увидел? He was passing an elephant through the eye of a needle. Нарада Муни говорит, представляешь, он слона засовывал в игольное ушко. Wow, he said, how wonderful, how amazing. Как это удивительно, сказал сапожник. Это просто потрясающе. Lord can do anything. He's a supreme being. Господь может делать, что ему захочется. Он же верховное существо. He has created such a wonderful cosmic manifestation. Он создал такое величайшее, удивительное творение, мироздание. And even he can put a huge tree inside a small seed. Он даже может засунуть огромное дерево в маленькое семечко. So what is impossible for him? Nothing. Для него нет ничего невозможного. So easily he can pass an elephant through the eye of a needle. Понятно, что ему ничего не стоит еще и слона в игольное ушко засунуть. So we see that Brahman, he had a lot of so-called knowledge. Как мы видим, Брахман обладал большим количеством так называемого знания. But he didn't have the right mentality or the right attitude. Но у него не было правильного отношения или правильного настроения. But the cobbler, he was a very uneducated person. А сапожник, он был очень необразованным человеком. But he had firm faith in
Narada and in the Lord. Но у него была твердая вера как в Нараду, так и в самого Господа. And therefore, he got the mercy of the Lord much more quickly and in much greater quantity than that Brahmana. Поэтому он обрел гораздо большую милость, чем этот брахман. So-called book knowledge or so-called religious or philosophical knowledge can often be an impediment. A person may become proud and think himself very expert. Поэтому зачастую так называемое книжное знание или знание философии, религии может быть препятствием на пути духовного развития, потому что человек может возгордиться, например. The most important thing is to have the proper mentality. Самое главное – это иметь правильное умонастроение. As Krishna explains in chapter 4, verse 34 of the Gita. Как Кришна объясняет в 4 главе 34 стихе. Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Try to learn the truth by approaching a bona fide spiritual master. And render service and inquire submissively. Стих. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. So these are the qualifications: rendering service and submissive inquiry. Таковы качества, такова квалификация, выполнение смиренное служение и вопрошение. So this verse, here is actually a very significant verse. Вот этот стих здесь, он очень важен. Let's see. That there are persons who are not conversant in spiritual knowledge, but because they hear from proper authorities, then they take to Krishna consciousness and they can transcend the path of birth and death. Что хотя люди могут не обладать каким-то знанием, но в силу того, что они слушают из авторитетных источников, они могут выйти на трансцендентный уровень и вернуться к Богу. So Prabhupada, he knew that in this age of kali-yuga, there are so many persons who have no spiritual knowledge. Прабхупада знал, что в этот век кали-юги очень много людей не имеют духовного знания. Therefore, he presented the process of Krishna consciousness in a very straightforward and simple way. Поэтому он представил процесс обретения сознания Кришны очень простым образом и очень прямолинейным образом. Chant Hare Krishna and be happy. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Just chant the Maha Mantra. Просто повторяйте Маха-мантру. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Of course, he also gave us many books. Конечно, он также дал нам много книг. And they are very scholarly books, very well presented, scholarly presented. И с ученой точки зрения это очень качественные, очень хорошие книги. We were discussing this morning how Prabhupada, when he was translating, he would consult the commentaries of many acharyas. Сегодня утром на лекции мы обсуждали, что когда Шрила Прабхупада писал свои комментарии, он во время работы обязательно ссылался на большое количество комментариев к тем же стихам от великих ачарьев. So and he quotes many different points from the acharyas in his purports. В свои комментарии он включал очень много точек зрения других ачарьев, много цитат. So if someone is, by nature scholarly, Brahminical, there's plenty to study. Поэтому если кто-то по природе имеет склонность к, допустим, брахманической деятельности, к деятельности ученого, то у такого человека есть обширное поле для изучения. Once Prabhupada said, your
authorized to read my books 24 hours. Шрилпад говорил, я уполномачиваю вас читать мои книги и изучать 24 часа в сутки. So if you're inclined, yes, try to read Prabhupada's books. Поэтому, если у вас такая склонность есть, то старайтесь читать книги Шрилы Прабхупады. We like to encourage all you devotees here in Russia, please read Prabhupada's books very carefully. Мы стараемся вдохновлять вас, дорогие российские преданные, внимательно изучать книги Шрилы Прабхупады. How many have read Srimad Bhagavatam? Сколько из вас прочитали Шримад Бхагаватам? Yeah. Весь Шримад Бхагаватам. Поднимите. Поднимите руки. Кто не прочитал весь Бхагаватам? Поднимите. Видите, сколько процентов? 85% преданных не прочитали весь Бхагаватам. Чайтанья Чаритамрита кто прочитал? Даже меньше. Да. Сколько здесь преданных? 100? 100 преданных, да? Примерно? 5. 5 человек прочитал всю Чайтанья Чаритамриту. И у вас есть сейчас на русском языке, да? Полностью, да. Пожалуйста. Постарайтесь прочитать все книги Шрилы Прабхупады. Постепенно можно прочитать, конечно. Прабхупад сказал, что в храмах мы читаем каждый день один стих Шримад Бхагаватам. Таким образом, в течение этой жизни можно прочитать весь Шримад Бхагаватам, и в следующей жизни можно еще раз начинать. Yes. In the spiritual world also the Bhagavatam is there. You can go on. Да, в духовном мире Шримад Бхагаватам тоже есть, так что там можете продолжить слушать Бхагаватам. But this Prabhupada, he always said, this human life is short, it's rare. Шрила Прабхупада всегда повторял, что эта человеческая жизнь, она редкая и очень короткая. And we have, engaged in sense gratification so many other lifetimes. И в прошлом мы такое большое количество жизней занимались удовлетворением чувств. So at least now we have this opportunity. Don't waste it. Так что, по крайней мере, сейчас у нас есть возможность такая. Пожалуйста, не потратьте ее впустую. Don't waste it simply in sense enjoyment. Use this human form of life for spiritual understanding, for spiritual practice. Пожалуйста, не потратьте эту жизнь просто на удовольствие, какие-то чувственные. Потратьте эту жизнь на изучение духовного знания. And for that reason he endeavored so much to write all these books. И по этой причине Шрила Прабхупада приложил столько усилий, чтобы написать все эти книги. And to create the Bhaktivedanta Book Trust, which is a mechanism for producing these books in all the major languages of the world. А также приложил столько усилий для того, чтобы создать издательство Bhaktivedanta Book Trust, которое сможет издавать эти книги на большом количестве языков. And he also created ISKCON. Также он создал ISKCON as a society for persons who are interested in spiritual life. Как общество, предназначенное для людей, которых интересует духовная жизнь. As Prabhupada said, businessmen gather in the stock exchange and they discuss how much costs gold, how much is rice. Как Шрила говорил, бизнесмены встречаются и начинают обсуждать цены на фондовой рынке, там на бирже, сколько стоит золото, сколько рис стоит. But it's all mundane. Но все это мирские темы. But those who are interested in spiritual life, they can gather in the ISKCON temple.
Но тех, кого интересует духовная жизнь, могут собираться в храмах Искон. They can hear from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Они могут слушать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, So they can associate with like-minded persons. чтобы они могут общаться с людьми, у которых похожие интересы. Chant the holy names together. Могут вместе воспевать святые имена, Worship the deity. поклоняться божествам, Follow the process of bhakti yoga. следовать процессу бхакти-йоги. So the instructions of the books are we can see and practice in ISKCON temples. В храмах Искон мы можем видеть, как работают эти наставления, данные в книгах. There is so much service also to be done. Опять-таки, существует очень много различных видов служения, которые надо выполнять. Because a true Vaishnava is merciful to others. Потому что истинный вайшнав очень милостив к другим. In the Bhagavatam it says if a Brahmin has spiritual knowledge but he doesn't share it with others, then he will lose it, it will dry up. В Ведах говорится, что если брахман обладает духовным знанием, но не делится им с другими, то он потеряет его. But if he shares it with others, then his spiritual realizations will increase more and more. Но если он будет делиться этим знанием с другими, то его духовные реализации будут увеличиваться и увеличиваться. Therefore, Prabhupada, he always gave great stress to preaching and giving Krishna consciousness to others. Поэтому Шрила Прабхупада так подчеркивал важность проповеди и того, что необходимо делиться этим духовным знанием с другими людьми. When I was on the BBT library party in India, once we met Srila Prabhupada in Hyderabad. Library party, Sankirtan party. Yeah, BBT library party, distributing sets of books in libraries. In libraries. And universities. In India, right? Когда Гуру Махарадж в Индии входил в состав группы преданных, которые распространяли комплекты книг по библиотекам и университетам, we met Srila Prabhupada in Hyderabad in August 1976. Они встретили Шрилу Прабхупаду в Хайдарабаде в августе 1976 года. Prabhupada had gone there to open a new temple. Шрила Прабхупада отправился туда для того, чтобы открыть новый храм. And install the deities of Radha Madan Mohan, Jagannath, Subhadra Baladev and Shri Shri Gaur Nitai. И установить там вот этих божеств. So I was in his room during a darshan, a couple of days after Janmashtami. И спустя несколько дней после Джанмаштами я находился в комнате Шрилы Прабхупады на даршане. So Prabhupada was asking how many sets of books you sold. Шрила Прабхупада спрашивал, как много комплектов книг мы продали. So I was telling him that in different cities, libraries took, which books they took. И Махарадж рассказывал ему, какие книги в каких библиотеках он смог распространить. So Prabhupada is very happy to hear that. И Шрила Прабхупада был очень счастлив слышать это. And then he quoted from the Bhagavad Gita. Затем он процитировал стих из Бхагавад-гиты. Actually, there's several verses here. Там несколько стихов. Beginning 1866. Начиная с 18 главы 66 стиха. Yaidam paramam guyam mad bhaktes vavidasyate bhakti mai param kritva mami vaishyasya samsayaha. You see it? 66? 68. 68. Yeah, 60. Okay. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. And then 69, and Prabhupada quoted this Sanskrit couple of times here. Na chat tasman manushyesu kaschin me priya kritamik. 2-3 times he repeated those lines. Bhavita na chame tasmat anya priyataro bhuvi. He repeated that couple of times. Yeah, this. Yeah, yes, in the room. И тогда, как раз вот на этой встрече, на этом даршне Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада несколько раз повторил еще и следующий стих, где-то 2 или 3 раза, 69-й.
В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. And he said, so Krishna doesn't say someone who is sitting, just chanting Hare Krishna is the most dear to him. То есть Кришна... Just sitting and chanting and reading is the most dear to him. But one who is actually preaching the message of Krishna is most dear to him. Кришна не говорит, что наиболее дорог ему тот человек, который просто сидит в углу и повторяет Харе Кришна или читает книги. Господь говорит, что наиболее преданный ему наиболее дорог ему тот человек, который проповедует. So Prabhupada wanted us to read the books, yes, but also to teach and preach from the books. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы читали его книги, да, но также он хотел, чтобы мы распространяли их и проповедовали их. So this is very important, and we see that exemplified in his life. Это очень важно, и в качестве примера мы видим его собственную жизнь. That one is acting as a representative of Krishna, and he said in the conversation, whether you speak about Krishna or you distribute books about Krishna, it is the same thing, he said. И в разговорах Шрила Прабхупада говорил о том, что говорите вы с кем-то о Кришне, или же вы даете кому-то книгу о Кришне, это то же самое. That is the guru's business. Это как раз бизнес гуру. Guru means teacher. Гуру означает учитель. See, also means a heavy teacher, heavy. А также означает очень такой тяжелый учитель. Authoritative teacher. Очень авторитетный учитель. Giving very heavy knowledge, spiritual knowledge. Который дает очень тяжелое духовное знание. Is that the right word? Тяжелый? Правильное, да, слово? Тяжелый. Yes. So it's a very powerful knowledge. It's a very, it's a knowledge which can transform a person's life. Это очень могущественное знание, которое может преобразовать, трансформировать жизнь человека. Which can lift that person from the material platform onto the spiritual platform. Который может возвысить человека с материалистической платформы на духовную. And so it is a knowledge is coming from Krishna. И это знание, оно исходит от Кришны. Who is the source of everything? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Который является источником всего. And the wise Krishna says, who know this perfectly, engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И Кришна говорит, что мудрый человек, который знает это, он начинает заниматься преданным служением мне с полной решимостью и отдачей. So we may not be very qualified. Возможно, мы не очень квалифицированы. We are not born in Brahmin families. Мы не родились в брахманических семьях. We are born in the Mlecha Yavana Deshas. Мы родились в Млечха Явана Дешах. Where people are addicted to meat eating, gambling, illicit sex and intoxication. В семьях, где люди занимаются азартными играми, незаконным сексом, едят мясо, употребляют интоксикации. Prabhupada mentions that one of his god brothers was speaking to the Marquis of Zetland, is a kind of English lord or something. Marquis. It's a title, Marquis. Шрила Прабхупада рассказывает, что один из его духовных братьев как-то общался с одним маркизом из Великобритании. And the Marquis asked him, "Can you make me a brahmana?" И этот маркиз спросил его: а ты можешь сделать из меня брахмана? And God brother replied, "Yes," he said, "very easy." И духовный брат Шрила сказал: да, очень легко. Just follow these 4 regular principles. Просто следуй этим 4 регулирующим принципам. And the Marquis said, "Oh, it is impossible," he said. Маркиз сказал: это невозможно. That is our very life. Это же вся наша жизнь. And when Prabhupada first came to America, and he saw the way people were living, и когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он увидел, как там живут люди. And he thought, they will tell me to go back to India. И он подумал: они мне скажут: давай возвращайся в свою Индию. They'll never
accept to follow these four principles. Он думал, что они никогда не примут следование этим 4 принципам. But still he had got the order from his spiritual master. Но, тем не менее, у него было наставление его духовного учителя. So therefore he felt, I have some reason to be here, I have some purpose here. Поэтому он подумал, нет, у меня есть причина, по которой я должен быть здесь. And even though he had practically no money, hardly knew anybody, Хотя у него практически не было денег, он, в общем-то, особо там никого не знал. still he sincerely tried to execute the order of his spiritual master. Тем не менее, он искренне старался исполнить наказ своего духовного учителя. And Krishna helped him in so many ways. И Кришна помогал ему всяческими образами. Once he said to his disciples, he said, "My Guru Maharaj has sent you all to help me." Однажды он сказал ученикам, мой Гуру Махарадж прислал вас мне на помощь. Sometimes I remember once in a Mэнor, Bhактиведанта Mэнor, the Prabhupada was sitting behind his desk, it was Darshan. Однажды я помню в Бхактиведанта Мэноре, я был он был на даршине у Шрилы Прабхупады, тот сидел за конторкой, за столиком. And very humbly, Prabhupada said, "I have no qualification." И очень смиренным образом Шрила сказал, у меня нету необходимых качеств, необходимой квалификации. My only qualification is that I tried to follow the instructions of my spiritual master. Моя единственная квалификация заключается в том, что я стараюсь следовать наставлениям своего духовного учителя. So he considered that his only qualification, that is the main qualification. То есть он считал, что это является его основной квалификацией. And because of his sincerity in following that instruction, so much success followed. И в силу такого искреннего следования наставлениям его духовного учителя он обрел такой большой успех. And now I saw in Джи-Би-Си resolution, they consider there are about 9 million devotees and congregational members of ISKCON all over the world. И теперь, как Махарадж видел по статистике Джи-Би-Си, сейчас по всему миру насчитывается около 9 миллионов преданных и его членов общин. So yes, just his from very humble beginnings and very sincere attempt, in 50 years or so, right? 52 years. 53 years actually. 53 years ago, Prabhupada reached America. We just observed that, what was it, on October 1st, arrival of Prabhupada in America, 1965, 53 years ago. 50, как раз мы недавно отмечали, 1 октября было 53 года с тех пор, как Шрила Прабхупада отправился в Америку. И мы видим, что вот с таких скромных каких-то попыток, но и из таких искренних усилий появился такой большой результат. And it's going on increasing. Prabhupada, he set the whole process in motion, and the mechanism is such that it keeps increasing. И Шрила Прабхупада запустил этот механизм, но природа этого механизма такова, что он только усиливается и усиливается. So we are all part of that, small parts of that. И все мы являемся маленькими частичками этого механизма. So that was Prabhupada's request to us all to read his books. Поэтому просьбой Шрилы Прабхупады к нам было читать его книги. And teach that knowledge to others, distribute the books and teach that knowledge to others. И распространять эти книги другим, и обучать этому знанию других людей. And in that there are so many different kinds of service to be performed. И в этом плане существует огромное количество видов служения, которые можно выполнять. Prabhupada said, serving Krishna in the kali-yuga means to serve the Sankirtan movement. Шрила Прабхупада говорил, служение Кришне в эту кали-югу означает служение движению Санкиртаны. And just like in the army, there are soldiers on the front lines, but to keep the soldier on the front lines, there are also so many other departments that are working,
cooking department and medical department, supply department, etc., etc. И как в военном деле есть люди, которые сражаются на передовой, но также есть и огромное количество людей и различных отделов, служб, которые обеспечивают все это в тылу. Медицинская служба, кто-то готовит пищу и так далее. So all the services are important to the overall mission. И все эти службы, они очень важны для того, чтобы достигнуть цели этой военной миссии. Of course, the frontline soldiers may get some extra support, some extra supplies, some extra praise. Конечно же, бойцы на передовой могут получать больше каких-то больше поддержки, больше снабжения, даже больше славы. But still, the overall mission, it's all important. All the different workers in the overall mission are important. Но тем не менее важны все те люди, которые составляют часть этого военного дела, этой миссии. As Prabhupada said, whether you are serving the deity or cleaning the floor of the temple, it is the same. It is all Krishna's service. Шрила Прабхупада говорил, неважно, служите ли вы непосредственно божествам, либо же моете полы в алтарной, все это находится на одном уровне, все это является служением Кришне. And he said, your love for me will be shown by how much you cooperate together after my departure. И Шрила Прабхупада говорил ученикам, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать после того, как я уйду. All right, Hare Krishna. Okay. Question? Вопросы? There, over there. Как так получилось, что млечи, шудры, даже неприкасаемые, получили возможность повторять Харе Кришну? Говорят, что заслуга в этом Махапрабху. Расскажите, как это было? How did that happen that mlechas and shudras and bachelors would have a chance to chant Hare Krishna? He said that they said that this is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Can you a little bit expand on it? How did that happen? Yes, it's the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. He wanted to give this chanting to everyone. Да, это милость Чайтаньи Махапрабху, потому что он хотел дать воспевание святых имен всем. And you know, Hindu society was very, very rigid in those days. Индуистское общество в те времена было очень жестким. And persons like Haridas Thakur or even Rupan Sanatan, who worked for Muslim government, they were considered to be outcast by the orthodox brahmanas. И такие личности, как Харидас Тхакур и даже Санатана или Рупана Госвами, которые работали на мусульманское правительство, были отвергнуты ортодоксальным индуистским обществом. But Mahaprabhu accepted them as great leaders in his movement. Но Чайтанья Махапрабху принял их как великих лидеров своего движения. So it was very revolutionary. И для тех времен это было просто революционно. So yeah, he did not consider the birth, he considered the sincerity of the person. Он не смотрел на рождение человека, он смотрел на его искренность. As he said, Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Sudra Keninoi, Ye Krishna Tattva Veta, Say Guru Hoy. Whether a person is a learned Brahmana, or is a sannyasi, or is a Sudra. Независимо, является ли человек ученым брахманом, саньяси или просто шудрой, If he knows the science of Krishna, he can be a guru. если он знает науку о Кришне, он может быть гуру. So this was Mahaprabhu's mood, and he practically demonstrated that in his Sankirtan movement. Таково было настроение Чайтаньи Махапрабху, и он на деле показал это в рамках своей санкиртана, своего движения санкиртана. And our acharyas have followed in the same mood. И наши ачарьи также следовали этому настроению. Narottam Das, for example, he
he wasn't from a Brahmin family. Например, Нароттам-дас не принадлежал к брахманической семье. But he studied under Jiva Goswami in Vrindavan. He became a highly advanced preacher of Krishna consciousness. Но он стал учеником Санатаны Госвами и стал проповедником очень высокого уровня. And he gave initiation to all kinds of people. И он давал инициации людям совершенно разного рода. And the caste brahmanas, they were angry because, that's their business, chanting mantras and giving blessings and so forth. И, конечно, кастовые брахманы очень злились, потому что это было их дело, их бизнес, можно даже так сказать, читать мантры, давать инициации и так далее. Perform different rituals. Выполнять различные ритуалы. So they came in a big group to challenge Narottam-das. Как-то раз они собрались в большую группу и пришли к Нароттам-дасу с вызовом. They came to his village, Keturi. Они пришли к нему в деревню под названием Кетари. And two of Narottam's disciples who knew Sanskrit well, they dressed up as shopkeepers. И двое ученика Нароттам-даса, которые очень-очень хорошо знали санскрит, они переоделись в продавцов головных уборов. В магазин продавцов. They set up, small stalls on the side of the road in the entrance to the village. И на входе в деревню они разложили там какие-то подносы и какую-то мелочь продавали. One was selling betel nuts. Один продавал орехи бетели. One was selling these clay pots. Другой продавал какие-то глиняные горшки. So when these Brahmins, the proud Brahmins, were marching into the village, they stopped to buy some betel nuts and clay pots. И когда вот эта процессия очень таких гордых собой брахманов подошли к деревне, они перед тем, как войти туда, решили купить немножко орехов бетеля и вот этих горшков. And the shopkeepers began speaking with them in Sanskrit. И продавцы начали говорить с ними на санскрите. And they thought, wow. Они подумали, if even these lowly, panwallas and these pot wallahs and sellers know such good Sanskrit, how much more learned Narottam must be. Они подумали, если даже такие простые торговцы говорят на великолепном санскрите, то какой уровень санскрита должен быть у самого Нароттама-даса? So they decided to better leave here. И они решили от греха подальше просто уйти обратно в Освояси. So yeah, that was the mood and principle of the Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Поэтому это было настроением и принципом движения Санкиртаны Чайтаньи Махапрабху. Prabhupada was also criticized, for going to the West, preaching Krishna consciousness to the so-called mlechas and yavanas. Шрилу Прабхупаду также критиковали за то, что он отправился на Запад и проповедовал так называемым млечхам и яванам. But he said that Krishna consciousness is for everyone. Но он говорил, осознание Кришны для всех. And he endeavored to go to every continent. И он прилагал усилия к тому, чтобы попасть на каждый континент. Also Africa, в Африку, да, to inspire there all those people. Чтобы вдохновлять людей там. Everywhere. Chinese. Всех везде, в Китае, Mongolia, в Монголии, Russia, в России, Europe, wherever. в Европу, куда бы то ни было, America, в Америку. So it's Krishna consciousness for everyone. Сознание Кришны для всех. And that was the vision of Bhaktivinoda Thakur, that one day all these people will come from Russia, England, Germany, France, America, and join together in chanting Jai Sachinanda in the Holy Dham. Таково было видение Бхактивинода Тхакура. Он говорил о том, что однажды здесь соберутся люди из России, Франции, Германии и других стран и будут вместе воспевать Джай Сачинандана в Святой Дхаме. So we see it's come true. Мы видим, что это исполнилось. And
our duty is to continue that work more and more. И наша обязанность состоит в том, чтобы продолжать это дело дальше и больше. Prabhupada said that Lord Chaitanya, he preached in Bengal and he traveled throughout South India, North India, West India. Шрилпада говорил, что Господь Чайтанья прошел со своим движением Санкиртаны по Южной Индии, Восточной Индии, Западной Индии. And inspired the people to chant Hare Krishna. И он вдохновлял людей воспевать Харе Кришна. And he has kindly left the rest of the world for the International Society for Krishna. И он милостиво оставил весь остальной мир для Международного общества сознания Кришны. So lots of service to do. Поэтому есть большие объемы для служения преданным. Hare Krishna. Там личное сообщение? Хорошо, это вот это все почитать? Хорошо, будет. Please read the video in Russian. You want me to translate it in English? Translate it into English. But you have to read it in Russian also. Ваша любовь проявится в том, как вы будете сотрудничать после моего ухода. То есть, если сотрудничество, отношения в общине очень напряженные, преданные избегают общения друг с другом, это значит, что они просто не любят Прабхупаду и Господа в целом. Как быть тогда? Как восстановить садху-сангу? Как создать, обновить семью? Что, кроме личной любви к Прабхупаде, могут сделать преданные для укрепления общины? Нельзя же допускать расколов локально, когда люди делятся на маленькие группки и не создают одну большую общину. Okay, so, you said that you quoted Shrila Prabhupada said that the love of the history of disciples will be shown by the way they cooperate with one another, right? So, but what shall we do if cooperate if there is not much cooperation and if the relations in the yatra are very intense, very bad, and the devotees avoid communicating with one another? Does that mean that they just don't love Prabhupada and the Lord as a whole? What shall we do then? How can we restore samsara? How can we create and renew the family? What else, apart from the personal love for Prabhupada, can the devotees do to strengthen the yatra? Because we should not let the yatra to be break down into small groups, because people trying to gather in small groups and they do not create one big yatra. Anyway, use your intelligence. Как то ни было, пользуйтесь своим разумом. And Prabhupada, once there was in London a little bit tension between devotees. Как-то раз в Лондоне было некоторое напряжение среди преданных. And Prabhupada said they're not doing enough kirtan. И Шрилпад сказал, они слишком мало поют киртан. So more kirtan. Поэтому больше киртана. Try to come together and chant the holy name. Старайтесь собираться вместе и воспевать святые имена. In smaller or larger groups. В маленьких или в больших по размеру группах. At least sometimes you should come together on festivals and, big occasions in big group, and other times you may have some other smaller programs, but По крайней мере, вам нужно собираться большими группами на большие праздники по особым случаям, чтобы какое-то время проводить вместе, воспевать святые имена. А все остальное время вы можете собираться и воспевать в меньших по размеру группах. And there are many devotees who are also trying to help and educate devotees how to improve their association. So you can take guidance from those devotees who are doing nice service in that way. Есть очень много преданных, которые искренне стараются помочь преданным общаться, которые стараются помочь их как-то объединить,
И у них вы сможете учиться этому. And please try to read Prabhupada's books more. И, пожалуйста, старайтесь больше читать книги Шрилы Прабхупады. Because if we don't read them, we won't have sufficient, spiritual knowledge. We try to increase our spiritual knowledge, our understanding of what Prabhupada wants, what Krishna wants, what Lord Chaitanya wants. Потому что если мы читаем мало книг, то у нас будет мало духовного знания. А нам нужно как можно больше духовного знания, чтобы понимать то, чего хотел Шрила Прабхупада, чего хотел Господь Чайтанья, чего хочет Господь Чайтанья, чего хочет Кришна. Be patient. Будьте терпеливы. And be forgiving. Прощайте. And be determined. И будьте решительны.